but you never go away. Привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск. Песня Билли Айлиш и Халид «Lovely». Как вам сегодня мой видочек? Меня зовут Орлеана, я певица и преподаватель вокала. Сегодня я буду говорить не только про то, какие конкретно приемы использует данная исполнительница в своих песнях. Я взяла одну песню, и мы ее с вами разберем от начала и до конца. Все фишки и нюансы, которые используются в этой песне, мы сегодня с вами попробуем. Вы спросите меня, почему же я взяла именно эту песню? Как показал мой опрос в Инстаграме, эта песня оказалась самой популярной из тех, которые я предложила, и, в общем-то, ее мы сегодня и разбираем. Для сольного вокалиста это не лучшая песня, потому что все-таки она изначально написана для дуэта, и дуэт ее исполняет. А что именно отличает эту песню от сольной, вы узнаете очень скоро. Итак, начнем прямо сейчас, будем анализировать каждый нюанс, который используется в песне. Сразу в первой строчке скажу, что Билли Айлиш — это та исполнительница, которая поет двумя регистрами. Она практически не использует микс, и она поет в основном грудным и головным звуком. Песня начинается в низком регистре, в грудном, и уже в первой строчке она использует такое характерное джазовое гортанное вибрато. И раз уж я сказала про то, что это джазовое, Билли Айлиш — это та исполнительница, которая использует очень классные специфические фишки джазового вокала. Она абсолютно профессиональна. Учитывая то, что она воспитывалась в очень музыкальной семье, у нее родители представители творческой профессии, актеры и певцы, и, соответственно, еще до рождения, можно сказать, ее судьба была предопределена. Поехали дальше. Здесь то же самое, в принципе, повторение, да? И еще добавляются более сложные мелизмы. Мелизмы — это такие тоже приемы, украшения, которые достигаются только за счет того, когда вы поете очень расслабленной позиции. Слышите? Go away, go away. Причем у меня это не совсем так выходит, как у нее. У нее еще дополнительная есть краска такого raspy voice. Здесь, в принципе, все то же самое. Слышите, дальше у нас. И вот этот самый момент, прекорус, где они используют такую фишку, как беспаузное движение. То есть такое есть ощущение, как будто весь припев звучит на одном дыхании. То есть там практически нету пауз, да? Это все время такая вот длинная линия, которая перетекает. И все время у нас получается два голоса, Халида и Билли Айлиш, они друг с другом как бы переливаются, меняются. То мы больше слышим оттенок голоса Билли, то мы больше слышим Халида, да. И вот здесь вот это такой эффект, как, знаете, если вы пели когда-либо в хоре, а, кстати, Билли Айлиш пела в хоре, то есть такой прием, когда нужно создать ощущение, как будто бы музыка беспрерывна, мелодия идет без перерыва, и как будто там нету вдоха нигде. И, соответственно, за счет того, что есть много людей, одна группа людей берет дыхание в одном месте, другие люди берут в другом, и, соответственно, вот это вот ощущение как бы беспрерывного звука, оно возникает. И вот здесь вот этот прием достигается за счет того, что есть два артиста, да, то один берет в одном месте дыхания, другой берет чуть позже. Если исполнять эту песню сольно, то данный припев очень труден для воспроизведения, потому что дыхание здесь действительно должно быть очень тренированным. И все равно такого идеального эффекта бесперерывного звука в сольном исполнении не добиться, потому что так или иначе мы будем где-то вдыхать. Там, конечно, есть места в песне, где можно вдохнуть незаметно и, в принципе, создавать вот эту вот, продолжать линию, но сколько я не пыталась это сделать, все равно бесшумно не получается. Поэтому
Если вы хотите ее научиться петь, то здесь нужно находить такие моменты, где можно вдохнуть незаметно. Вот это мы сегодня с вами тоже посмотрим. Смотрите, что еще скажу. Халид, он поет по-другому. У Билли Айлиш такая манера исполнения, абсолютно не улыбающееся лицо, то есть такое вот максимально расслабленная мимика. И в этой песне получается вот так The Highway, то есть там даже губы практически не двигаются. The Highway, она практически не артикулирует, да. Это вот весь этот голос, он как бы ощущение, что он скрыт за вот этой вот мимикой, за вот этим вот таким не выражающим никакие эмоции выражением лица. В чем тут подвох? В том, что когда вы занимаетесь правильной техникой, у вас разрабатываются резонаторы головные, грудные, да, но это делается через активную работу мимики. Когда уже вы достигаете определенного уровня дзена, так скажем, звуки, у вас хорошо откликаются резонаторы, сглаживаются переходные регистры, вырабатывается микс, тогда уже такая мимика, она не играет большой роли, если вы хотите петь именно вот в таком стиле. Конечно, если вы хотите петь белтингом или микстом, вам все равно так или иначе придется улыбаться. Вот поэтому, чтобы научиться петь так, как Билли Айлиш, нужно пройти школу от начала и до конца. И только потом уже находить свою фишку. А, собственно, Халид, он поет в основном микстом. А качество звука у этих двух исполнителей абсолютно разное. Несмотря на это, они все равно звучат вместе очень круто. Вот смотрите, он идет таким очень прямым. То есть у него звук абсолютно идет практически без воздуха. То у Билли Айлиш слышится все время вот эта подкачка воздуха. Она использует такое очень легкое прикосновение, при этом у нее голос все время стоит вот на этом дыхании. И, кстати, ребят, эта песня как раз показатель того, насколько вы классно умеете владеть своим дыханием. Если у вас не получается ее петь сольно, нужно работать над дыханием. А у меня достаточно много уже записано видео с упражнениями по дыханию, поэтому кликай смело сюда и смотри все видео для разработки своего дыхания. Да, и еще здесь. То есть немного вот эта вот как бы волнообразность еще в мелодии достигается за счет такого приема, как край или плач. На самом деле это игра режиссера и работа режиссера, звукорежиссера, который, пользуясь всеми своими инструментами, он может выводить на первый план то один голос, то другой. Да? За счет вот этого мы чувствуем вот это переливание, перекликание то одного, то другого звука, голоса. Попробуем спеть вот акапельно в этой тональности вместе со мной весь этот припев со словами. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even it takes. И вот здесь вот у меня уже дыхание закончилось, да? Несмотря на то, что оно у меня очень тренированное, при этом мне нужно, чтобы спеть вот это, нужно очень сильно задуматься, и чтобы таким звуком, вот с таким с воздухом, да, у меня получалось протянуть это дальше. И по идее, после вот этого Even if it takes all night делается добор, да, чтобы вот эту линию продолжать дальше, но со вдохом, с добором. Соответственно, давайте сейчас еще раз это покажу. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years, need a place to hide, but I can't find one here, wanna feel alive outside, I can't find my fear. Я надеюсь, что вы заметили, насколько мне нужно было четко концентрироваться на том, чтобы быстро успевать вдыхать, и чтобы все вот эти вот паузы, ну как, они
были минимальными, да. Ребят, особый момент, сейчас хочу еще вот что сказать. Давайте разберем прямо вот этот вот прикорос перед припевом, да, где, в каких местах нужно дышать. Я прямо вам сейчас скажу, чтобы когда вы тренировались, знали, где нужно вдохнуть. Итак, I hope someday I'll make. И вот после make нужно вдохнуть, чтобы дальше у вас вот это вот соединение пошло красиво. Вот смотрите еще раз. I hope someday I'll make it out of even it'll take all night. И снова вдох после night. Or 100 years in a place to hide. Вдох после hide. But I can find one near, wanna feel alive. После alive вдох. Outside I can find my feet. Понятно, да? Так что записывайте себе, отмечайте в тексте все галочки по дыханию, чтобы точно знать, где вдохнуть, и чтобы это не нарушило красивую, льющуюся, бесконечную длинную мелодию этой песни. Все-таки, чтобы определить, как исполнитель, например, на концерте поет один песню, вот, например, нужно найти видео Билли Айлиш, как она поет ее на концерте живьем, и тогда вы поймете, где нужно брать дыхание в данном случае. Да? Потому что студийная запись — это идеально выверенная и отшлифованная музыка, где можно все сгладить, все дыхания убрать и вывести вперед только музыкальную, так скажем, составляющую. Тренируйте свое дыхание. А сейчас давайте я скажу про последнюю штуку, которую я использовала. Билли Айлиш в своих песнях, как настоящий профессионал, естественно, использует мелизмы. Мелизмы — это также показатель того, что ваш голосовой аппарат достаточно свободен, и у вас все работает на профессиональном уровне. Вот смотрите. Слышите? Там он очень, я сейчас его утрированно пропеваю. Вот этот вот мелизм достаточно сложный. Опевание пятой ступени мажора. Пятой ступени минора. Ну все, сейчас уйдем в теорию музыки, короче. Да, опевание пятой ступени, да? Чтобы достичь такого беглого и свободного звукоизвлечения, ну, как вы уже поняли, нужно профессионально владеть голосом. И давайте сейчас я чуть-чуть мотну назад, чтобы мы послушали вот этот вот переход. Так, ну и вот, тут мы слышим абсолютный воздушный головной фальцет. И, кстати, я могу сказать даже, что отсутствие улыбки, вот отсутствие какого-либо выражения лица или покер-фейс, вот этот, он будет играть только на руку. Как я уже сказала ранее, Билли Айлиш в основном использует звучание грудного головного регистра, то есть она поет двумя регистрами. Микс практически не используется. И вот здесь вот у нее идет такой воздушный фальцет, головной звук. Слышите, как много воздуха в этом звуке. Но и еще, чтобы достичь вот такого воздуха и такого объема, нужно создать этот объем во рту. То есть, если я спою, например, вот смотрите. Более-менее похоже, но у нее есть вот эта вот позиция. Конечно же, в клипе этого не видно, в клипе абсолютный покерфейс, нету никаких эмоций, но слышно, что когда это делается на записи, то все резонаторы включаются за счет того, что внутри открывается вот такое вот большое пространство. Так, ну, я надеюсь, что вы заметили разницу между первым и вторым. И смотрите, тут еще такой очень классный момент. Это синкопа на последнем слове вот в этом припеве. Welcome home, когда мы говорим Welcome home,
То есть она идет не вдоль, а идет из доли, как вот этот хом возникает. Это очень круто. Музыка очень талантливо написана.